Здравствуйте, представители знака зодиака Дева, 2024 год по месяцам. Таро прогноз на удачу и успех. И для вас, мои дорогие Девы, 2024 год очень ответственный и важный год. И две планеты, которые будут вам помогать в течение года, это Юпитер, который принесет вам удачу, мои дорогие, и Уран, который дарует упорство. Вот этот тандем Юпитера и Урана добавит вам уверенности и энергии в своеобразного противостояния любым изменениям. Когда мы можем принять перемены, которые происходят даже в нашей душе, или где-то поддержать свой собственный инсайт, для вас это будет очень важно. И несмотря даже на Сатурн, который время от времени может такую сумятицу в вашу жизнь вносить, вы сумеете как раз из хаоса все равно создать порядок. Для вас, наверное, вот это внутреннее «я» или новое «я», которое будет формироваться в течение 2024 года, это основа основ. И вот это, как знаете, прелюдия своеобразного квантового скачка на последующий период. История в 2024 году, она как будто, знаете, не заканчивается. Это начало ваших последующих побед. И поэтому не наступайте, мои дорогие девы, на горло собственной песни. Не ставьте перед собой каких-то табу, клише. Тут как раз избавиться от каких-то стереотипов для вас самих. Это значит почувствовать новый вкус свободы и вдохновения. Вот давайте мы с вами узнаем, сделаем такой таро-прогноз на удачу и успех на 2024 год. И, может быть, как подсказка, предлагаю вам и где-то даже рекомендую, для кого это интересно, и оставлю ссылку, кстати, в описании под видео в инфобоксе на плейлист. Подобный прогноз у меня сохранился на канале за вторую половину 2023 года, тоже по месяцам, и вы можете перейти по ссылке и выбрать либо по своему солнечному знаку, либо по асценденту, или даже по Луне, и посмотреть, насколько резонирует с вами вот тот прогноз. Ведь вы теперь можете уже оценить в реальной жизни, насколько тот или иной аспект у вас проигрался. Мы идем вперед. У нас на повестке дня 24 год. Второй прогноз на удачу и успех. Как карты видят для вас, мои дорогие девы, этот год. И первый месяц, хоть у нас и он не с самого начала, мы смотрим в январе, когда середина месяца, и все равно еще остались и дни, и недели. И вот чем для вас будет важен конец января и далее по месяцам. Итак, на удачу и успех для вас делает 24 год. Январь. На удачу и успех февраль. Март, апрель, май и июнь. Перемешаю карты. И пойдем дальше. Июль 24 года. На удачу и успех август 24 года. Сентябрь для вас, мои дорогие девы. Октябрь. Ноябрь. И заключительный месяц декабрь 2024 года. Итак, январь. Либо какая-то информация, которую вы получили, может быть, как документ или, ну, как известие какое-то, когда вам, может быть, нужно сделать этот самый документ, или что-то обновить, или заняться тем трудом, работой или какой-то деятельностью, в чем вы не чувствуете себя профессионалом. Или, может быть, это тот вопрос, когда тоже нет опыта. Все же у нас Паш – это когда мы, как новое начинание, вынуждены либо что-то сделать, либо оформить, или мы готовы что-то изучать. Для кого-то из вас буквально курсы или
какая-то сфера жизни вас заинтересует, и вы тоже начнете даже самостоятельное изучение. У кого-то, может быть, это просто язык, может быть, язык программирования, и в последующем по этой карте мы как будто свои знания переложим на какие-то финансовые рельсы или какую-то составляющую материально, как будто мы улучшим. Те знания мы применим на практике, опять же, получим деньги. Вот есть такие значения. Почему? Потому что по пажу Пентаклей мы что-то изучаем, а в последующем нам это приносит доход. Или оформляем какие-то документы, оформляем правильно, может быть, по ходу действия узнаем, как это сделать более корректно, и в последующем тоже мы остаемся довольны как и документом, как и проделанной работой или проделанным изучением. И в последующем, опять же, все равно какой-то эквивалент вот в нашей материальной жизни мы получаем. Или для кого-то из вас, правда, это когда будет желание переключиться на новую сферу деятельности. Может быть, для кого-то из вас как работа на двух работах. Или, допустим, было одно как хобби, которое вы как раз можете решить монетизировать, или какое-то ремесло сделать основным источником заработка. И такой вариант тоже может быть. Но есть какая-то конкретика, и в то же время по пажу Пентаклей мы открыты всему новому. Мы открыты миру в целом. Нам все интересно. Ну и элемент обновления тоже присутствует. У кого-то на работе может проиграться как смена руководства, смена графика работы. Вот это тоже. То есть элемент новизны, он все равно в январе для вас в том или ином эквиваленте, но он присутствует. Февраль. Ну, в феврале мы не торопимся, это точно. Когда выпадает карта Луна, она с плюсом проигрывается как значение тепло домашнего очага, или обустройство своего жилища, или наши близкие. Это когда и нежность, и забота, и мы ее получаем, и мы ее готовы дарить. Может быть, история вашей личной жизни какая-то в феврале будет наиболее активна. Но по карте Луна, если мы все же смотрим второй расклад на удачу и успех, то не совсем это то время, когда мы выносим вердикты. Или когда вы кому-то обещаете что-то. Вот тут надо быть аккуратным, потому что нам говорит карта сейчас как будто как в тумане. Или что-то темновато. Вот с точкой что-то не получится прояснить. Словно события развиваются сами по себе. И всегда, когда старший аркан, это как раз обстоятельства влияют на нашу жизнь. И поэтому определиться наверняка невозможно. Нам просто нужно где-то дождаться того периода, когда наступит ясность по тому или иному вопросу. Поэтому, в принципе, энергии февраля, они не время чего-то форсировать, а так вот аккуратно, такой легкой, спокойной поступью продвигаться вперед, себя не тормоша и где-то не ускоряя те или иные события. Вот быть внимательному. И, кстати, по этой карте слушать интуицию, свой собственный инсайт. И кто знает, если какое-то новое начинание, и прислушайтесь к своей интуиции. Может быть, новые варианты сотрудничества или какой-то работы, или вашего хобби, или, может быть, вы что-то создаете, креативите, занимаетесь творчеством. И здесь по карте Луна это точно, это какое-то новое вдохновение, может быть. Или когда, знаете, из области иррационального вы что-то такое в себе прочувствуете, или прочувствуете свою интуицию. Может быть, прежде вы не придавали этому значения, а здесь вы как раз сами себе скажете: надо же, а я как будто могу предвидеть развитие событий. Вот у вас, кстати, 2024 год для вашего знака зодиака не случайно, наверное, Уран, когда он ломает какой-то стереотип, и в данном случае к самому себе или самой себе, назовите это так. Но интуиция в данном случае, она у вас развивается и учит где-то вас самодоверию, самодостаточности именно путем, когда вы больше доверяете своему шестому чувству, когда вот больше этих подсказок вы как будто сравниваете с тем, что произошло в реальности, и понимаете, что самые лучшие подсказки – это моя душа где-то, правда. Вот такой аспект, он тоже может проиграться. Март. Но не про удачу, если мы говорим, и успех, не торопимся. Март. Ого, карта императора, еще один старший аркан. Когда старший аркан, это всегда могут быть судьбоносные события. По императору
Конечно, это карта власти, это карта иерархии, когда мы уважаем эту власть, и тогда власть уважает как будто вторично нас. Когда мы не перепрыгиваем где-то через голову начальника или какой-то структуры, если вам нужно сделать какие-то согласования, и тогда это тоже вам все работает в плюс. Это для кого-то из вас смена статуса может произойти, все-таки статусная карта. И вполне вероятно, мои дорогие девы, изменение статуса или как предложение новой должности, или какие-то новые возможности. Может быть, вам придется оформлять какие-то серьезные документы в высоких инстанциях и контактировать с такими людьми. И если мы говорим на удачу и успех, да, продуктивный, безусловно, месяц, но не время импульсу. Потому что по императору иногда нас всех может, вот как Марс, да, вовне, может захватить импульс и захочется сделать по-своему. Но вот эта импульсивность, она не поможет. Император, с другой стороны, ведь это тот человек, который отвечает не только за себя, а как будто и за свой народ, да. Есть мера ответственности всегда. Не только эта карта власти, но и вот как раз какие-то обязанности. Поэтому тут в этом вопросе нужно, так вот тонкий нюанс, и его надо учитывать. Поэтому, если мы говорим про императора, с одной стороны власть, это есть намерение, значит, есть какая-то цель, есть свои позиции, которые нужно удерживать. Но мудрый император также понимает, что обстоятельства постоянно меняются. Люди тоже меняют свои мнения. И где-то император готов скорректировать мелкие планы, чтобы не пострадали крупные серьезные намерения. Вот, видимо, этот аспект тоже где-то учтите на март, но, безусловно, март – продуктивный месяц. Апрель. Праздник после победы. Соответственно, после карты императора. Правда, в марте могут быть серьезные решения или, какие-то очень знаменательные события, которые перед вами откроют новые перспективы. У кого-то, может быть, и через личную жизнь, у кого-то через работу, как я сказала, получение должности. Или вы определитесь, например, если был труд на двух работах, но четверка жезлов – это, безусловно, и успех, и удача, и победа, и уже как будто сам праздник, который мы можем разделить либо со своими единомышленниками, или на карте в колоде золоченого Таро показана семья у кого-то, правда, счастье в личной жизни или какая-то ваша личная история. Сам по себе продуктивный месяц, как и на ваши свершения, так и на приятные радостные события, правда. Но вот в феврале, возвращаясь немножко назад, видимо, будет очень правильно скоординировать вашу как стратегию и тактику, чтобы вот этот успех продолжить. Идем дальше. Май. Могут быть разные персоны, вплоть до проверяющих, увы, правда, по рыцарю мечей иногда внезапные какие-то как проверки, особенно если вы руководитель или вы занимаете какой-то пост уже как новая должность. Значит, нужно страховать самому себя или самой себя, проверяя, где вы поставили подписи или поставили личную печать, чтобы в ваших документах царил абсолютный порядок, чтобы не было какого-то подвоха. Может быть, по этой карте, когда вы будете, кстати, изучать законы или какую-то юриспруденцию, или какая-то ситуация вас может заставить как будто искать информацию в виде истины, правды, докопаться до сути, может быть, в каком-то вопросе вам придется. И это холодной энергии, тут вообще нет места ни эмоциям, ни какой-то горячности. И вполне вероятно, что вот эта четверка жезлов, которая, мы говорим, победа, праздник, уверенность, смена, может быть, статуса или у кого-то в личной жизни, вот надо будет удерживать те позиции, которые вы уже достигли к маю месяцу. И где-то рационализм, хладнокровие и интеллект вам помогает. Но это не то время, когда мы что-то форсируем. Здесь скорее, как может быть даже
люди, которые появляются в вашей жизни и пытаются вас где-то свести с пути истинного. Вот такое может быть. По рыцарю Пентаклей иногда проходит такое значение, как бунтарь без причины. И с одной стороны, это вы можете столкнуться с такими людьми, которые выдают, как знаете, какую-то идею за истину в последней инстанции. Тогда ваша задача как раз вот эту истину условно изучить и найти. Так ли обстоят на самом деле дела по тому вопросу, который вам пытаются преподнести в каком-то радужном свете. Вот такое может быть. С другой стороны, не торопиться с чем-то соглашаться. Но нам также не говорят, что это должно быть противостояние. Все-таки по рыцарю мечей, как в совете этой карты, идет держись нейтральной позиции, ни вашим и не нашим. И вот, видимо, этот самый нейтралитет дает по времени, словно маневр отступить, если нужно полшага назад, так и какую-то ситуацию просчитать или найти время, чтобы изучить вопрос и найти информацию. Вот такой тоже может быть аспект. Поэтому не торопитесь, мои дорогие, в мае месяце. Здесь больше себя сохранять. Июнь. Прекрасная карта «Тройка Пентаклей». Я называю ее картой экзамена. Вообще это карта прогресса. И по ней у кого-то действительно могут быть в июне экзамены, если вы заканчиваете учебу, получаете сертификат. Или, может быть, вот то изучение, к которому вы приступаете в январе месяце, вы будете заканчивать где-то в июне. И сам по себе экзамен. Для кого-то из вас это экзамен жизненный, но в июне как будто какая-то сфера жизни, как знаете, этап ваш жизненный, он заканчивается, и вы переходите на новую ступень своих возможностей, своих планов, новых намерений, новых желаний. Прекрасная карта, и тут даже те знания, которые мы получили, или где-то наш предыдущий опыт, он будет положен в копилку успеха, и в последующем вы из этого сделаете буквально деньги. Поэтому будьте внимательны как к своим желаниям, как к своим намерениям, как к своему творчеству, так и к своей интуиции. Тут могут приходить нужные подсказки. Но июнь для вас будет очень продуктивный месяц. Как и на продолжение, как и с элементом обновления, может быть, каких-то возможностей новых именно для заработка, для построения карьеры, так и для новых сферных решений и перспектив в целом. Да, на удачу, на успех. Прекрасный продуктивный месяц. Июль. Карта заслуженного успеха. Люблю эту карту. Хоть она и темновато выглядит, у нас девушка одна в ладье отправляется в путь. Но это когда мы отплываем от старых берегов. Почему? Потому что даже оглядываться неохота. И в последующем, это как, знаете, во фразе «дорогу осилит идущий», вот именно это значение. Когда, правда, благодаря вашим приложенным усилиям, вы получите заслуженную и награду, и успех. Она не придет именно в июле месяце. Нет, это будет где-то попозже. Но это определенно то дело, намерение, цель, которым следует заниматься, мои дорогие. И шестерка мечей, она проигрывается великолепно. Как, опять же, какое-то новое изучение, новое дело. Может быть, языки или сфера IT по шестерке мечей проигрывается прекрасно. Может быть, кто-то из вас решит изучать вот эти самые скиллы, навыки или продолжать что-то в более расширенном варианте. По этой карте может произойти смена работы. По этой карте может быть путешествие, может быть далекое, у кого-то релокация офиса, у кого-то из вас может произойти даже переезд или куда-то поездка надолго, или туда, куда вы не собирались, а вас, словно вихрь вашей судьбы, может закрутить таким образом, что вы вообще свои какие-то постулаты, взгляды на жизнь пересмотрите. И знаете, по этой карте самое главное – продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Шикарно. Август. И еще шикарней. Карта силы. Очень сильная позиция. Но, несмотря на карту силы, да, тут сама карта говорит за себя. Это не место импульсу, правда. Это карта шикарных возможностей, но энергетика мага, великого манипулятора. И где-то использовать на благо себе. Как и собственный интеллект, как и те возможности, или ваш статус, или вот то, что в ваших руках, то, что в ваших ресурсах. И приумножить
в каком-то качественно ином эквиваленте. По сути, вам любое дело по плечу. Вообще очень продуктивный как и июль, так и август, мои дорогие девы. На удачу, на успех, карта силы, нечего добавить. Сентябрь. Ну надо же как. Еще лучше, мои дорогие девы, карта солнца. Раньше выпадало солнце, говорили, у тебя все хорошо, иди. Ну, бывают нюансы, конечно, в течение года будут разные нюансы, и в течение даже благополучных месяцев, ну, могут и быть те значения, которые, ну, не всегда вот прямо так идет, как мы бы этого хотели. Но в целом, если подвести знаменатель, то очень продуктивно. По карте Солнца исполняются наши мечты, желания. Это карта счастья, поэтому, конечно, какие-то будут очень счастливые, приятные события, мои дорогие. У вас, ну, посмотрите, как у вас разворачиваются вообще ваше колесо судьбы, фортуна ваша, если мы рассматриваем наш прогноз на удачу и успех, будет, видимо, что-то по возрастающей идти. Да, хладнокровие где-то потребуется, где-то и неспешка есть и такие месяцы, но есть и те, когда очень продуктивно. И, кстати, нет импульса в этих картах. Нет того, что вы берете какой-то реванш, а как будто в нужное время, в нужный момент или где-то с нужными людьми встречаетесь, и словно вам судьба помогает высшей силой. Ведь старшие арканы как раз об этом и говорят. Вселенная открывает врата новым возможностям. И по карте Солнца это карта выбора правильного направления, ну, где-то так на полгода с заходом на 2025 год. Вот какая-то фортуна для вас, ну, может проиграться как вообще качественно иное значение вашей жизни. Вы это прочувствуете, вы себя можете прочувствовать хозяином собственной судьбы. Или это какая-то радость будет, которая будет иметь вообще значение в вашей жизни. Не что-то такое, которое у нас появляется, а завтра упорхнуло. Нет, тут что-то стабильно надежное. Конечно, продуктивный период. Хорошо, октябрь, королева жезлов. Вы знаете, это сильная позиция, это вообще, в принципе, карта сильных людей, которые надеются сами на себя, умеют где-то хранить тайны и секреты, как и свои, так и чужие. И именно это где-то молчание в нужный момент помогает, как сохранить свое намерение, как собрать нужную информацию. И, в принципе, продуктивная карта на что? На любое дело, если вы его просчитываете, ну, где-то до мелочей. По этой карте вы будете в октябре месяце очень притягательны. У вас могут появиться новые знакомые, у вас могут появиться и разные люди в вашем окружении, которым вы будете интересны, ну вот как личность. Вы будете, потому что магнетическим каким-то даром обладать, но и среди этих людей могут быть разные персоны, поэтому вам придется быть более внимательным и более, наверное, вот как раз та интуиция, которая у вас получает начало или продолжение, или какое-то новое влияние оказывать на вашу жизнь, уже начиная с февраля. И здесь может давать нужные подсказки, как правильно взаимодействовать с людьми или с полученной информацией. Сильная позиция и где-то ваши намерения в новых возможностях реализации ваших проектов. Это здорово. Ноябрь тоже продуктивный месяц. Король мечей. Король мечей – статусная карта, но вообще для кого-то это может проиграться буквально. Человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Может быть, для кого-то это личная история, если это ваш близкий человек или партнер по браку, или партнер по бизнесу. Но кроме, тут у каждого по-своему, кроме этого, это еще по статусу могут быть люди, как представители законной власти, как высокие чиновники. Может быть, вы будете оформлять документы. Может быть и такой вопрос, когда мы обращаемся, например, к врачам. Узкие специалисты, они тоже проходят по этой карте. Нам не говорят о болезни, отнюдь нет. Тут говорят больше о статусе, о взаимодействии. Или это будут какие-то документы важные, которые вы будете согласовывать. Мы можем, конечно, по этой карте, допустим, обустраивать что-то дома, потому что, опять же, узкие специалисты или люди, работающие с металлом, да, или вы сами будете искать какую-то информацию,
информацию, к примеру, юридическую, как я вот хочу что-то осуществить, судя по предыдущим картам, и как мне это сделать по закону, как это сделать грамотно, корректно, или в том или ином случае, как будет работать в отношении меня именно какой-то закон. Поэтому больше холодной энергии, больше интеллект, прагматика, логика в месяце ноябре будут вам помогать. И если мы спрашиваем в нашем прогнозе на удачу, на успех, насколько продуктивен месяц, да, он будет продуктивен, но если вы будете хладнокровно воспринимать как какую-то информацию, или вы будете правильно, корректно выстраивать отношения с сильными мира сего или людьми, наделенными властью, тогда да, вот как будто нужно быть в тех же энергиях, чтобы для вас состоялось какое-то дело, важное решение или в чем-то не случился промах. Опять же, смотря чего касается этот месяц. У кого-то будет просто, может быть, даже какая-то пауза, отдых. И правда, вы будете уделять внимание себе, проходить какое-то обследование или обратитесь к стоматологу, например. Вот об этом тоже может свидетельствовать карта. А у кого-то могут быть юридические вопросы. И вот здесь потребуется концентрация внимания. Что-то видеть по факту самое главное. Декабрь. А здесь импульс какой-то у нас. Или это может быть рыцарь жезлов, как приезд человека к вам. Или внезапное известие, когда вам придется самим отправиться в дорогу. Или совершить какой-то даже переезд. Или получится осуществить то, что вы планировали с июля. Но это будут либо новые возможности, либо возможности, которых вы не ожидали. И есть по этой карте момент, когда мы не можем что-то просчитать. Но отвага, где-то смелость идет тоже по этой карте, когда у нас хватает силы, мужества идти вперед. Есть по этой карте и другой аспект, когда мы должны откликнуться на какую-то дело, которое именно для нас составляет тот или иной интерес по любому вопросу. И как будто мы не можем это отложить на потом. Ведь рыцарь жезлов – это еще и карта скорости. И поэтому от нашего отклика на то или иное предложение или новость будет составлять какое-то продолжение. Может быть такое, как какой-то импульс, когда захочется поступить по-своему, вот, мои дорогие. Вот поэтому, может быть, себе где-то не навредить тоже будет иметь значение с учетом того, что у нас на предыдущий месяц, ноябрь, выпадает король мечей. Поэтому, если мы говорим о скорости, эта скорость, она не говорит о том, что мы срываемся с места в карьер. Даже если вам куда-то приходится ускоряться, мои дорогие девы, в декабре месяце, все равно должны найти время, чтобы что-то быстро, значит, проанализировать, просчитать, чтобы не было какого-то промаха. Сама по себе жезловая карта как раз и говорит, что да, тут за счет скорости может быть в чем-то удача и успех. Но просчитать, начиная с ноября, вы должны настолько четко и грамотно, чтобы как будто не имеете права на ошибку. Вот это будет в ноябре и в декабре для вас актуально. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.